Итак, путь к озеру Лабалах от реки Сабалох-Маян я наметила неизвестный, по ручью Улахан-Диктенде и безымянному перевалу в его верховьях. Крупные такие глыбы иногда осыпаются. И они тоже бывают неустойчивые. Свежие обвалы. Скульптура интересная. Обломочек валяется, какой интересный. То сужается каньон, то чуть-чуть расширяется, ущелье вернее. Ну, там опять пошире стало. Красивый все-таки этот распадок. Там свежие следочки каких-то козочек. Ох, какая мне попалась поляночка опять. Кусочек нетронутого берега среди ревущего потока на повороте русла. Там опять ущелье. Продолжается. Скалы, наверное, метров 30 высотой. Похоже, распадок ручья выходит из пояса скал, пошли более жизнерадостные такие склоны. Вон полочка уже лишайниковая появилась, доступная. А то идешь в этом каньоне как-то мрачновато на душе. Еще все ревет, шумит. Скалы есть, но вот они ниже. Проход слева, справа скалы. Слева, справа. Но видна даль. А здесь под кустами лезла и просто подскользнулась и грохнулась. Надо каждый шаг выверять. Надо аккуратнее идти, скользкие камни. Хорошо, что компас не сломал, он у меня здесь в кармане лежит. Холодный камень прикладываюсь надо. Ущелье продолжается. Этот постоянный рев воды, конечно, действовал на меня угнетающе. В голове вертелись мысли, что будет, если тут что-то случится. Так просто отсюда не вылезти. Первое предупреждение с падением я уже получила. Да, думала, что дойду до перевала еще вчера. А тут все иду и иду. Ущелье петляет, углубляется. Не думает расширяться. Постоянно контролирую себя на скользких камнях. И это уже утомляет. Ух ты! Находочка! О! Тяжеленные! Как он такие носит? Что с ним получилось? Баранушей такой. Не знаю. Природный жернов. Вот здесь камень точит водой, когда вода большая. А вот эту яму проточил.
скалы прям нависают. Ну, какая интересная место. Ну, идти можно, здесь течение не сильное, не очень глубоко. Вот тут водопад, желуди. Прям шедевры зодчества, живопись скальная. Вот. Прям видны линии разломов. Удивительно работает природа. Я дошла до слияния ручьев. Отсюда до перевала еще 7 километров. И там уже впереди открываются более пологие склоны. Надеюсь, что мне удастся пройти все-таки. Дойти до перевала. До перевала уже проще должно быть. Водопад небольшой этот обошла. Что дальше за поворотом? Ой, непонятно. Сужение. Голубая чаша. Наверное, выше пояса воды. Ну а дальше, слава богу, есть. Проход не глубоко. Сейчас пойду как-нибудь там. Ну все, простого прохода нету. Воды, наверное, по пояс. Здесь течение, конечно, не сильное. Но не вижу, что там по поворотам. На скалы здесь особо не полезешь. Сейчас посмотрим, без рюкзака может залезет. Да. Ой, намокла. В общем, по пояс будет. Главное, чтобы дальше больше такого не было. Слишком часто, а то замерзнет. Так ничего. Ну вот я и пришла. Это уже чисто не проход. Какой водопад. На карте не обозначен, кстати. Ха. Интересно, здесь кто-нибудь бывал? Ну, местные, наверное, ходили, а вот... Да, пришла я, несолоно хлебавши. Такой вот метров, струя, это, наверное, метров 10, а там еще водопад, вот так вот. Картина называется «В каменном мешке». Ну что, буду возвращаться. Может, где-то попробую верхом облезть, но тут пока не вылезти наверх. Ох, лезу я сейчас. Здесь полочка. Такая, здесь вроде кто-то из баранов, что ли, залезал. Рюкзак толкаю перед собой. Все, вот это я сейчас сложную ступень прошла. Аж руки трясутся. А вот там все уже вот деревья, ну, кусты начинаются. Должна вылезти. Не, там ненадежные камни посыпались. Нервы мои не выдержали. Я возвращаюсь, пока тут безопасно. Вот уже спустилась на безопасное место. Ну, здесь на отвесе была. Не, лучше я пройду. Ой, здесь уже все, выход. Лучше пройду обратно в этот брод по пояс, но не полезу экстремально. Лучше обратно вам по пояс будет. Это уж точно. Лучше. По скалам лазить ненадежно. Ладно, как-нибудь. Может, я его там дальше где обойду. Этот прижил с водопадом. Так,
Ну, зато так адреналиновый, что, ой, и вода мне ни почем ледяная. Не очень-то она холодная. О, ладно, начерпали. Сейчас опять отолью. Туда пройду. О, на ногах гири. Сейчас уж пройду на хорошее местечко. В этом каменном мешке. Ой. Может, я вот тут где-нибудь вылезу. Ну вот, я лезу по более безопасному склону. И что я там полезла? Хотелось миновать этот брод, быстрее вылезти. Не, здесь быстро нельзя. Отвесные стены, а ну не зевай. Как же, все-таки приятно выкарабкаться из этого узкого ревущего ущелья. Правда, здесь тоже непонятно, сколько лезть и куда, но, по крайней мере, здесь сейчас безопасно. Можно пройти как-нибудь, должна выбраться. Я попала на звериную тропу. Она идет траверсом. Ой, наверное, она идет грамотно. Попробую по ней продвигаться пока. Может, она приведет. Куда надо? Над водопадом. Главное пройти. Ох, какая тут замечательная полочка образовалась. А водопад уже ниже. Вон он подо мной там в ущелье ревет. А, не знаю, удастся ли его сверху посмотреть. Не хочется к скалам подходить без тропы. Вот здесь вот начинается водопад. Вот тут вот он, сужение какое-то. Тут совсем рядом другой берег уже. Отсюда пока не видно. Надо же, вот этот скальный уступ отрицательный. Это уже другой берег. Вот он, рядом со мной. Но сюда к краю вообще страшно подходить. Там провал водопада. Снова спускаюсь к этому ручью, потому что справа подходит распадок, его все равно низом проходить. Ну, а теперь понятно, что в случае чего даже водопад можно обойти. Так что, надеюсь, я дойду до перевала. Так, лучше, наверное, сюда вниз. Да, и что там за поворотом, непонятно снова. Нет описаний этого маршрута прохода по этому ручью. Иду на бум. Каким милым стал ручей мой, какой распадок, стал уютным, широким, без скал, страшных и сужений. Ура! Ох, неужели я подхожу к перевалу? Впереди новый водопад. А не такой уж высокий, но отвесный. Сюда уходит распадок. Может быть, можно и пройти. На водопаде не проход. Этот сыпной склон не очень мне нравится. Иногда плитка ползет
И буду испытывать судьбу, буду искать более легкие пути, безопасные. Вылезла я по скалам. Поросшим травкой. Ну что-то мне не нравится. Налегке иду в разведку. Там такие крути, совсем не как в карте. Ужас какой-то. Все-таки не хочется мне здесь рисковать. И дальше там еще вон отвесы. Ой. Да, полазав по этому склону, по этой осыпи, не слежавшейся, ну и нафиг. Иду обратно. Пока. А вдали манящие синие горы. Надоело мне по ущелью ходить. Ой, надоело. Вечернее солнышко светило кусочек склона в моем распадке. Только по вечерам что-то оно вылезает из-за облаков. Вот, сижу на боковом притоке, здесь не шумит. Варю кашу. Палатку поставила в ольшаннике на полочке ровной. Вот это да, ясное небо. Впервые за 2,5 недели прояснилось. Только в первый день у меня было ясное небо, а потом все дымка, дымка. И вот сегодня под вечер, наконец-то, дымка, потом облака, ну, низкая облачность. О, ну надо же. Отлично. Залезаю на склон этого распадка, на разведку. Вон внизу моя палаточка. Все-таки хочется мне узнать, обходим ли тот водопад. Здесь вот по этому склону можно залезть. Не опасно совсем. Казалось бы, что проще. Вот он, этот перевал. Я сейчас вот на этом распадке вот этого притока. Вот здесь где-то был водопад, я не смогла пройти. Вот так по горизонталям не скажешь, что здесь вообще не проход. Вот впереди вершина, которая на карте тоже помечена. Не вот это, а там дальше. 1836 метров. Ой, как хорошо, когда ясная погода. Ну сейчас что-нибудь увидим. Сейчас разберусь. Ох, красота какая. Здесь по гребешку идет вот тропка звериная. По ней сейчас пойду. И вот открываются виды в ту сторону, куда вот мне нужно как-то пройти. Как-то надо разведать там этот перевал. Ну, надо сказать, прогулка по гребню в хорошую погоду. Это очень красиво. И даже если мне ничего не удастся, ну, может, восхождение сделаю. Но не сегодня. Конечно, сегодня уже вечером. Вечер. Сейчас только разведка. Главное была погода. Вот он, перевал. Будь я птицей, сейчас бы напрямую пролетела. Здесь всего-то 1,5 километра по прямой. 2, может. Но это все разделяет каньон. Вот как его обойти там. Ой. С каньона там не вылезти до водопада. Полчаса где-то осталось до начала сумерек. Но хочу еще до следующего перегиба дойти и посмотреть. Может быть, мне кажется, что удастся пройти. Завтра пойду с рюкзаком пробовать. Мне кажется, удастся обойти и спуститься туда, на перевал. Итак, я отправляюсь на заключительную, наверное, попытку пройти этот перевал. Если я его не пройду, я не смогу выйти к озеру Лыбылах прямым путем. Мне он показался коротким, но вот последний километр не могу пройти уже второй день. Дело в том, что на озеро Лыбылах по отчетам ходили, только поднимаясь по реке Мечен от Соболоха, от реки Соболох, по которой я сплавляюсь. Но мне показался тот путь не таким интересным, и он длиннее чуть-чуть. Вот решил сократить интересным маршрутом, но пока не удается. Посмотрим, что выйдет. Если нет, не знаю, придется возвращаться тогда и
сплавляться еще 20 километров и уже пробовать подниматься по Мечену. Но это время, ресурсы, еда, которая кончается. Посмотрим, что получится. Я надеюсь, что мне удастся пройти перевал. Там надо спуститься в каньон и подняться. Возможно, выше водопада там будет, может быть, будут более пологие участки. Никто не знает. Посмотрим. Поднимаюсь потихоньку. Солнышко то скрывается, то выходит. Потрясающие краски. Осень на подходе. 24 августа сегодня. Здесь на склонах горной тундры встречается это так называемый сайган-дайля, разновидность рододендрона, которая используется для, ну, как заварка в чай. Вообще очень высокоактивный, полезные вещества, высокоактивные в этом растении, бодрящие. Вот его тут много. Запах стоит, аромат от него потрясающий. А вот и маслятки лиственничные. Ой, он уже старый. Большой такой. Здесь высоко растет. Вот, пересекая полосы курумников, распадки, я приближаюсь верхами к нужному мне месту подхода к каньону. По курумникам хуже идти, но вот здесь попадаются участки лишайника. Сейчас должны увидеть там перевал. О, озеро даже видно. Это не Лабылах, это перевальное маленькое озерцо. Ух, какое там, какая там красота. Ой. Ну вот этот желтенький распадочек из каньона, я думаю, там будет туда проход. Только вот спуститься туда надо. Сейчас буду пробовать. От перевала меня отделяет ущелье. Вот оно впереди. Если оно проходимо, все. Вернее, даже получается вот два распадка даже. Сейчас буду смотреть. Как там оно. Вершинки остаются позади. Вот там чуть дальше, если пройти, 1836 метров гора. Да, провал. Ого. Может быть, снизу там есть подход. Да, близок перевал, да зуб не имет. Да, невероятно грандиозное ущелье. На листе сейчас разведываю, можно ли спуститься. Но что-то не очень верится. О, какая пропасть. Ну, тут метров, не знаю, мне 100 кажется. Здесь не больше. Интересно, что на карте вообще то, что это каньон, ну, никак не показано. Ладно, у меня последний остается вариант пробовать вот это ущелье по верхам обойти. Сейчас буду это делать. Впереди уже видно дно ущелья сверху от окончания. Если бы вылезти на противоположный склон, то вот здесь траверсом, в принципе, можно пройти по другой стороне. И выйти на пологие участки. Ох, кажется, я нашла спуск. И отсюда противоположный склон. Там мне казалось очень круто, а тут видно, что проходится. Главное залезть. Сейчас без рюкзака иду. Какой каменюка.
нависает, маленький дом. Здесь вся стена сочится. Ох, счастье! Я, кажется, спустилась. Еще подняться и все. Вот он спуск, который я нашла. И вот оно ущелье. Каньон. Да, пас мой спуск смотрится очень круто, но там не больше 35, иначе я бы не стала спускаться. Все, путь вперед свободен. Честно говоря, уже думала поворачивать, уже думала, как обратно пойду. Для очистки совести все-таки оставила рюкзак, поискала спуск, нашла. Удивительно, уже не думала, честно говоря. Сказать, что я радуюсь, это ничего не сказать. Столько пробиваться и наконец-то найти этот проход безопасный. Это настолько здорово. А то возвращаться назад, я думала, опять этим жутким ущельем, где все шумит, ревет, постоянные броды. Я там, наверное, раз 100 переходила. Скользкие камни. Нет видов, а здесь красотища. Второй каньон, ручей мне еще пересечь, но я теперь уверена, он там ниже. Там уже теперь я точно его пересеку. Фу, фантастика. Ну вот, я над перевалом, высоко над перевалом, вот этой пологой лавиной. И вот мне осталось к тому желтому язычку спуститься. И там каньон уже должен быть меньше. Там уже как-нибудь преодолею. А там уже начинается лес. И широкая, некрутая долина. Сказка. Мне спускаться 10 километров. Ну и там уже до озера. И так далеко. Какое удовольствие идти по красочной горной тундре. Все уже покраснело, пожелтело. Ой. Просто загляденье, сердце радуется. Счастье настало у меня. О, ну кажется, здесь спуск нормальный. Без всяческих экстремальных обрывов. Вон уже близко вода, вот пологая. Вот берег. Отлично! Итак, я спустилась. Последний распадок. И вот мой вожделенный путь на перевал. Сам перевал несложный, что там. А вот подходы к нему. Без веревок по каньону не пройти. Покидаю долину Улахан-Диктенде и вступаю в долину Учедин-Барбачин. Ох, а там дождички заволакивают небо. По местному поверью, как пройдешь перевал, обязательно начинается дождь. Ну вот, так оно и есть. Ну вот и перевал, даже чуть-чуть выше. Вот оно, озеро перевальное, обмелевшее. И вот вдали начинается пологая долинка ручья и первые деревья. Вон они уже недалеко. Какая-то марсианская картинка. Солнца только не хватает для яркости.
обедаю первой появившейся за перевалом воды. Погода то солнышко, то закапает дождик. Ой, как красиво. Не, ну дорога у меня живописнейшая. Иду, душа поет просто. Красота, идти легко. Разнообразные виды. Уже лиственницы появились. Тепло. Просто замечательное место и время, которое я здесь оказалась. Ой, замечательная долина. Прямо не верится, что за перевалом страшные каньоны. А здесь вот совсем другая картинка. Какие тут бывают иногда удивительные лиственницы. Вот какие. Да, мечтала я попасть в золотую осень. И вот попала. Здесь, на границе тундры и леса. Вот. Здесь высота чуть ниже, сейчас 1000 метров уже. Какая красота, я просто не могу, все время улыбаюсь, счастье просто. Не знаю, куда деваться, прям уходить отсюда не хочется. Такие места, даже без солнышка, очень красиво. Хорошо, здесь можно идти одним берегом. Сухой тундре. Вот какая красота. Вон из тех гор я иду. Часто здесь тропинки попадаются. А иногда просто по жесткой тундре. Ну, наверное, сейчас придется все-таки переходить вброд. Уже более крутые пошли участки склонов. Решила остановиться на ночевку на высоком месте. Пусть далеко от воды, я лучше схожу за ней. Здесь виды. Ой. Куда ни глянь. Просто заглядение. Вот в каком замечательном месте я стою. Просто рай какой-то. Наконец-то вышло солнышко и осветило все эти неописуемые красоты. Вот за теми хребтиками уже лежит озеро Лубалах, которое на горизонте. Долина, из которой я пришла.
Это не краски осени. Продолжаю путь вдоль живописнейшего ручья. Ну что, не поворот, то шедевр. Я просто не могу уйти отсюда. Ну просто такая красота. Ну просто не знаю, что делать. Здесь бывают оленеводы. Вон видна стояночка. И охотники. Вышла я одна, как из избушки. Вон печка для хлеба. Какая? Вполне обитаемая. Ну, сейчас, понятно, людей нету. Ха, здорово. О, характерный очаг. Да, такая же печка для хлеба, похожая, как там у оленеводов была. О. Загляну внутрь, потом все на место поставлю. Из интереса. Так, еще на гвозде. Ух, какая дверь-то. Ручка мощная. Так, что-то еще не дает открыть. А, вот сверху еще гвоздь. Так. Ух, какая. Хоромы. Понятное дело, ничего не трону, только посмотрю. О. Так, седло. Это оленное. О, пожалуйста. Палаточка. Это, наверное, от комаров такой полог. Ну что, коврик, шкура, чтобы тепло спать. Ох, прям можно жить. И запах здесь стоит недавно, как будто люди жили, были. Ладно, пойду дальше, на озеро. Все по уму. Забито. Хорошая избушка. Ну, это тесаная. А это что такое? Толкушка. Шов такой. Интересно. Канавязь. От избы пошла хорошая тропа, а тут вот загородка оленная. Ну, прям жилые места пошли. Вот такая шикарная тропа, конная. Ну, это я прям домчусь. Наверное, ну, конечно, люди. Такое озеро с кольцами не могут миновать. Наверное, здесь кочуют, живут. Такие ручьи я преодолеваю босиком. И здесь один брод, дальше опять будет по верхам. Неохота переодевать ботинки, полотницы. Красивый тут путь.
У дерева тут сложены интересные образцы пород. Да, такие прям камешки, как будто рукотворные. Такой прям брусок для заточки. Да вот, начинается тут путь по ручью, здесь уже придется сапоги надевать. Вообще-то еще в поселке Батагай-Лыте Гаврил Гаврилович, глава администрации, которого я случайно встретила, сказал мне, что когда узнал, что я иду на озеро Лыбылах, сказал, что здесь в окрестностях живет охотник. Но я все равно не была уверена, что произойдет встреча с людьми, человеком. Но вот, судя по тропинке, по следам, я все больше и больше верю, что действительно могу встретить людей. Остатки загона. И вот шест для антенны. Люди бывают. Какой загон? Да это жилище. Во. Просто сейчас без покрышек. Один остов. Большая хижина-то получается. Сюда печку ставят. Здесь спят. Интересно. Не, ну меня просто не покидает ощущение, что я попала в рай. Такие сказочные виды. И хорошая дорога. И погода великолепная. Просто вон там за этими сопками лежит озеро Лыбылах. Я иду сейчас на озеро Милята. О, у меня открывается гладь озера. Озеро Мерети. Ой, красивое какое. Оно гораздо меньше Лыбылаха, но замечательный какой, Какая синь. Это Арктуз. Вот он, берег озера. Опасная выровнена. Вот такая ограда. Интересно, она даже вон в воду заходит. В воду озера. Вот. Покидаю озеро Мерети. И путь мой лежит теперь на следующее озеро Дейбалах. Оно выше. А вон там виден распадок, по которому я потом пойду на озеро Лыбалах. Километров 10 там. Вот, перейти через перевал. Вот показалось и следующее озеро Дейбалах. Посмотрим, что же это за озеро. О, какое озеро мне открылось. Какой здесь каркас стоит. Может быть, баню здесь делали. Крывали. Вот рядом вода и дрова есть. Обхожу озеро с северной стороны. Ой, вернее, с южной. Озеро Дейбалах. Сейчас стая мальков от меня убежала. Здесь очень мелко. Я вот думаю, там приток должен быть. На нем попробую половить. Вот и еще избушка, наверное, тоже оленеводческих бригад. Вон двери приперты, значит, никого нет. Вот такая хлебопечка. О!
заслоночка. Вот так вот. Ох, какие заготовки мне тут встретились. Интересно, интересно. Переделают собаки. Я уже увидела в бинокль человека. Избушка. Все-таки есть здесь жизнь.